Мы всегда стремимся отправиться за 3-9 земель, открывать для себя новые континенты. Я, в принципе, и сам приверженец этой идеи. Всегда следовать неизвестному, прям зенитным снарядом, открывать для себя новые рубежи. Но данный выпуск будет немножко другой. В этом выпуске я решил прогуляться по городу, в котором вырос и живу по сей день. Поэтому, наверное, это будет более личный выпуск. Не ждите, что я возьму в руки алмазную плеть и разверзну себе грудную клетку, чтобы показать, какой я весь внутри. Но все равно какие-то личные моменты тут будут. И, можно сказать, я, по крайней мере, сниму доспехи и немножко поведаю о себе. Поэтому в какой-то мере я покажу вам свой город, город Хайфа. И также это будет небольшое путешествие по закоулкам моей памяти. Кто немножко со мной лично знаком или знаком с моим бложиком, с предыдущими выпусками, наверное, уже заметили, что я помимо самого бложика еще балуюсь разным творчеством. Причем уже довольно-таки много лет. И сейчас вот будет самая настоящая кринжатина лично для меня. И я объясню почему. Где-то в году 2007-2008 я написал одну песню. И чтобы не соврать, когда я сам слышу эту песню, где-то кто-то ее включает из знакомых, у меня сразу все тело начинает гусиной кожей покрываться. И такое неприятное электричество меня начинает просто так покалывать, не знаю, у меня просто дикие кринжи я испытываю. И если бы у меня был нейролизатор, как в фильме «Люди в черном», и я мог стереть память и себе, и всем, кто ее слышал, я бы, наверное, это сделал. Но так как нейролизатора нету, стирателя памяти, и рукописи не горят, придется мне исполнить кусочек этой песни, потому что она как раз в данном выпуске она будет в тему. Ладно, поехали. Мой дом, другого дома нет. Мой дом, здесь живу уже много лет. Мой дом, другого не надо. Мой город, моя награда. Мой дом, другого дома нет. Мой дом, здесь живу уже много лет. Мой дом, другого не надо. Мой город, моя награда. Я живу там, где бахайские сады и храмы, где на святой земле ребята чертят пентаграммы, где ради граммов арабы стреляют без спроса. Тонны вопросы застряли в башке, как заносы. Я так коррозией мозга уже извел себя. Полпути прошел, дальше свернуть нельзя. И все пытаюсь себя определить и найти эту путеводную нить. Здесь такая небольшая бухточка и как мини-пристань. Не знаю, почему эти лодочки мне напомнили эти бразильские жангады, эти яхточки такие, на которых моряки отправляются в море. Но просто есть одна очень знаменитая песня, которая распространилась в постсоветском пространстве. Правда, мало знают людей оригинал. И раз уж у нас пошел такой певчий выпуск, то я немножко исполню на оригинале. И вы догадаетесь, что это за песня. Она как раз называется на португальском «Марш рыбаков». Minha jangada vai sair no mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, eu vou sair do mar. Peixe bom eu vou trazer. О, мама, если б не найти тебя,
Была б не та горька моя судьба. Этот район, в котором я сейчас нахожусь, называется Бат-Галим. И с иврита переводится как «дочь волн». И сознание сразу начинает рождать образы русалок, сирен. И что интересно, мы сейчас все знаем русалок как полуженщина, полурыба с рыбьими хвостами. Но когда-то сирены изображались не с рыбьими хвостами, а у них первая половина была женская, а нижняя половина у них были такие птичьи, скрюченные орлиные лапы такие. А прародителем морских дев является древневавилонское божество мужского рода. Звали его, кажется, Уанес, если я не ошибаюсь. И он как раз выходил из берегов с оголенным торсом, бородатый мужик, и нес людям знания и учения. А вот, собственно, и есть хайфское недостроенное казино. Теоретически здесь должно было быть офигенское место отдыха, какое-нибудь казино или отель. А вместо этого мы видим такой арт-объект, на котором красуется куча граффити и тегов, как прям татуировки. Кстати, теги очень интересная тема. Во всех городах мира вы можете увидеть разного рода тегинг и граффити. И Хайфа, конечно же, не исключение. Особенно, когда у нас тут полно недостроенных зданий и всяких заброшек. Но субкультура тегинга, она очень интересная. Конечно, тегинг рознь. Бывает, просто вандалы хотят забомбить стену аэрозолью, и неважно какую и что. Но внутренние слои субкультуры, у них есть свой личный кодекс, и они не будут портить какие-то архитектурные здания. Они обычно, как санитары города, помечают разные недостроенные места или всякие трансформаторные будки, мусорки, всякие мобильные устройства. И вообще это определенный язык, это способ коммуникации, так они общаются внутри субкультур. Я считаю, это очень круто, особенно если это в меру умеренно и в нужных местах. Я очень поддерживаю. Если есть кто-то, кто следит за моими выпусками, то вспомнит, что в первом эпизоде я рассказывал про таких индийских трехглазых йогов эзотерических. Вот он, один из них. Чем-то напоминает мне доктора Манхэттена из фильма «Хранители». Хайфа превращается в такой dog-friendly город. И сейчас можно зайти в какой-то бар и нередко увидеть за стойкой бара сидящего пёселя. Это вполне нормально. Так, сейчас пошли дальше и сделали собачий пляж. Сейчас я попробую немножко показать. А вот, собственно, этот собачий пляж. Собак тут немного, но вообще бывает интересное зрелище, особенно когда собаки кидают какую-нибудь палку в воду и говорят апорт.
Можешь видеть, как собака запрыгивает в воду с головой и достает эту палку. Правда, мне знакомая рассказывала, что когда она тут была со своим пёселем, собаке же и не объяснишь, что соленую воду лучше не пить. Как это так? Столько воды вокруг, и как ее не пить? И собака напилась соленой воды, и потом ее поносила недели 2. Поэтому как-то нужно научиться дрессировать своих собачек. А вот напротив собачьего пляжа выстроили такие офигенские дома. Представляю, какие они дорогущие. Я скажу, что Батгалим дорожает просто какими-то космическими шагами. И дорожает тут не только недвижимость, но также и вообще все, кроме разве что соленой воды в море. Не характерный для хайской архитектуры сказочный теремок в таком викторианском стиле с остроконечной башенкой. Мне кажется, он выглядит красиво. Я часто задумывался, что если какой-то сумасшедший политик отдаст приказ нажать на красную кнопку, и из бесчисленных ракетных шахт или же в глубинах морей, где эти призрачные атомные подлодки обитают, полетят ракеты, которые могут в один миг, вот такая вот субмарина, ну может не совсем такая, но такого плана, уничтожить целый город или несколько городов за один удар. Когда думаешь об этом, сразу не по себе становится. Я сейчас нахожусь в очень знаковом месте, у подножья горы Кармель. Здесь находится пещера пророка Ильи. Ильяу, Ильяс, Илия, как удобнее его называть. И если есть такой термометр святости, то он бы в этом месте зашкаливал, потому что пророк Илья в разных культурах, не только в иудаизме, считается очень крутым чуваком. И вокруг него ходят очень много мифов. Только каждый интерпретирует по-разному его историю. Тем и интересна мифология или религия. Об одних и тех же вещах можно подать под разным углом и смотреть через разные грани. И каждый, кто писал бы о нем историю, ставит свои акценты. И я попробую тоже свою лепту внести и что-то рассказать со своей колокольни. Я помню, когда учился в школе, мы как раз проходили про пророка Илью, Ильяу. И в то время в Израиле правил царь Ахав. И он был женат на финикийской царице. Ее звали Изевель. И то, что мне всегда не нравилось, то в школе ее пытались как-то пренебрежительно называть Изевель именно с акцентом на Зевель. А Зевель на иврите это мусор. Не какая-нибудь Изабелла, а Изевель. И помимо того, что она была царицей, она также была и жрицей Баала. И одна из, наверное, верховных жрецов Баала. Жриц. Честно скажу, все, что связано с древними цивилизациями, Месопотамии, там, Финикия, вавилоняне, зороастрийцы, это просто моя любовь. Я обожаю все, что с этим связано, и всегда любил. И поэтому, когда они немножко так в плохом ключе отзывались о Изавель, мне как-то от этого было не особо приятно.
И хотя она была очень крутой царицей, и ее можно даже сопоставить с Клеопатрой или с Семирамидой. Это очень культовая царица. И с ней, и с пророком Ильей связано довольно-таки много историй. Конечно, всех их я не буду трогать, но парочку очень интересных и топовых я попробую рассказать. Так вот, пророк Илья никак не мог смириться с тем, что многие евреи уже начали посматривать так в сторону Ваала, его культа, и кто-то даже переметнулся. А Илья, он был такой жесткий уверователь в Бога, в иудейского Бога. И он решил устроить состязание с жрецами Ваала, и как раз вот здесь где-то неподалеку это и происходило, и они устроили такой магический баттл. И я хочу о нем немножко рассказать. И баттл заключался в том, что пророк Илья был один, и против него было сразу куча жрецов Ваала. И они взяли 2 жертвенных быков и решили, чей бог подождет костер первым и спалит этих быков, то тот и выиграет. И легенда гласит, что жрецы Ваала начали кружить тут хороводы, начали танцевать в таком экстатическом порыве, кололи себя пиками, кричали какие-то заклинания, а пророк Илья просто сидел в стороне, угорал, стебал их там, говорил, ну что там, ваш бог не слышит, когда он уже там начнет подпаливать, а потом взял и в один миг поджег своего быка так, что все сгорело дотла. Все, конечно же, прифигели и начали поклоняться опять Яхве, иудейскому богу. В общем, таким образом пророк Илья и увековечил себя в истории. Это одна из его легенд. И еще одна эпическая легенда – это то, что пророк Илья один из немногих, кто не умер. Его забрали на огненной колеснице. Прилетели огненные кони на огненной колеснице и забрали его с собой. Короче, очень культовая фигура. Вот тут вот он и обитал. К сожалению, сейчас сама пещера закрыта. Я нахожусь только у ее подножья. Но, может быть, мне дадут зайти чуть-чуть позже. И если дадут, то я покажу ее чуть-чуть больше. Но главное, чтобы вы услышали об этих историях. Перед тем, как я отсюда уйду, хочу напоследок сказать, почему, по моему мнению, царица Изевель очень крутая, с мощнейшим стержнем. Когда уже устроили царский переворот, уже не было царя Ава, она осталась одна, и она слышала, как по лестнице бегут ее убивать. Она не паниковала, она начала наводить макияж, подводить брови и решила встретить смерть достойно. И когда к ней ворвались в комнату, она сидела спокойно, накрашенная. Ее пытались отречь от Баала. Она, понятным делом, послала их в жопу. И ее скинули с ее балкона. И в итоге ее разорвали собаки. Но боевой дух все-таки она показала, то, что она не сломалась.